Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Узнай, чего ждать. Что идет в вашу жизнь? Или что случится, как изменится ваша жизнь, мои дорогие скорпионы? Давайте узнаем. И мы не ставим четких временных рамок, потому что как минимум 3 важных транзита будут оказывать на нас влияние. И это не совсем короткий период времени. Первое, безусловно, Плутон. Переход Плутона в знак зодиака Водолей, который уже осуществился с 20 ноября и продолжится в течение 20 лет. И Плутон – это у нас символ перемен, безусловно. Это где-то еще в ноябре, как пороговое значение между прошлым и будущим. Но, кроме этого, и для вас это будет очень важно – 2 последующих транзита, точнее, тот, который продолжается, и он связан с Нептуном. Нептун в знаке зодиака Рыбы, но по 7 декабря это еще ретро-движение, а уже с 8 это прямое. И тоже мы можем рассматривать как переход между прошлым и будущим. И Нептун – это наша иллюзия. Или где-то бывает и искаженное мышление, или наше представление о чем-то или о ком-то. И у кого-то это может быть сродни прозрения, когда мы принимаем, что да, ну, какая-то ситуация или какой-то проект не может быть продолжен. А то или наоборот, может быть, это и отношения какие-то. И здесь и по отношениям мы можем изменить человеку отношения. Мы были в каких-то словно прежних рамках, и представление сложили о человеке, а мы можем узнать, что нет, это какие-то наши неправильные мысли. Или неправильные мысли тоже могли казаться, что вы себе сказали, нет, вот моя мечта неосуществима. А здесь вы себе скажете, а почему это я себе так сказал или сказала? Да вполне, очень даже осуществимо. И вы вот тоже что-то можете передумать. Или именно по Нептуну, переходу из ретро в прямое движение, на что-то прежде не хватило решимости. А вот теперь хватит, словно как освобождение. Третий транзит. В Тельце. Это противоположный вам знак зодиака, но это влияет на вас особенно. Так вот, планета Уран, мои дорогие скорпионы. Уран, хоть и говорят, планета-разрушитель, ничего не разрушитель. И ваша экзальтация вашего знака зодиака находится планета именно Уран. Для кого-то, может быть, эти перемены бывают очень турбулентные, но ваш знак зодиака – это сильные люди. И вы проявляете свои сильные стороны не тогда, когда какой-то полный штиль или болото, а как раз трансформация, что не случайно, потому что и немаловажно, поскольку основной правитель – это Плутон. Так вот, что касается Урана, по 30 января, внимание, это мы перешли уже на 2025 год. Так вот, по 30 января это еще, опять же, какое-то ретро-движение, и значит, еще какая-то может идти словно подготовка к важному событию. А февраль-март тоже остается Уран в Тельце, а Телец, как известно, это у нас все, что касается нашего благополучия нашей земной жизни, воплощение всех, да, это и деньги, и недвижимость, и документы, и какие-то оформления, соглашения. Так вот, уже февраль-март это будет прямое движение. И здесь как какой-то прорыв может быть. Или, опять же, важное решение. Давайте мы узнаем, как влияют на вас все эти планетарные транзиты или какие события ожидают своего часа на пороге вашей жизни, мои дорогие любимые скорпионы. Как изменится, по сути, ваша реальность, или с чем, или с кем это будет связано. И первая карта – важное событие, или чем запомнится этот период. Что нового войдет в вашу жизнь? Что завершится или от чего вы откажетесь, или что-то вы пересмотрите, мои дорогие. Достанем еще одну карту. Неожиданность. Что будет помогать, что вас будет радовать, что для вас со знаком плюс. А что может помешать осуществить какой-то план или ваше намерение, цель. Событие, которое изменит вашу жизнь. Или как все обернется. Или те перемены, которые меняют вас, мои дорогие. Что, с чем это связано? И у нас сегодня колода новая, оракульная. Новая совершенно. Буду благодарна вашим комментариям, поскольку
Планирую сделать на личную жизнь расклад на 2025 год и больше использовать именно эту колоду. Она называется «Gli Angeli del Cuore» – «Ангелы сердца». Это как мини-руководство именно оракула. Поэтому насколько это точно проигрывается или отзывается, откликается в вашей душе, мне очень интересно узнать. Давайте достанем одну карту, потом мы ее в конце откроем. В основном о личной жизни как раз говорят эти карты. Хотя есть в этой колоде и те, которые отчасти переключают нас на деньги, на работу, на бизнес. Итак, совет оракула. Важное событие. Путь к свету. Нечего добавить. Вот это пороговое значение, не случайно вы чувствуете переход Плутона в знак зодиака Водолей. Знаете, для вас это совершенно какая-то новая стезя, как новое творчество, может быть. Или символ вашего обновления, нового «я», потому что Плутон в Водолее – это больше индивидуальность, это больше свободы, мои дорогие. Поэтому, может быть, прежняя какая-то, у кого-то замшелая ситуация, которая все тянется и не закончится. У кого-то словно все вокруг замерзло, как вечные льды. Не случайно обратите внимание, путь к свету, так и называется эта карта 20-го старшего аркана. Дева прекрасная идет босиком по снегу, и ей не холодно. Вот этот луч, который освещает ее путь, он ее и согревает, и одновременно растут цветы. Вот прошлое не имеет никакого значения. Вы можете очень остро чувствовать этот период. Может быть, и есть какие-то события, мои дорогие любимые скорпионы, что по документам или почему-то нужно вам завершить. И карта ведь нам говорит, не оглядывайся назад. Значит, только в контексте, когда мы все расставляем по местам. Или как точки над «и», да? Оформляем, может быть, с точкой, что-то подписываем. И делаем это именно для того, чтобы к этому не возвращаться. Потому что впереди совершенно новые возможности, новое качество жизни. Вы прочувствуете, если мы спросили, важное событие, а это ваши изменения. Это вы будете видеть, что что-то, то, что прежде ранило, не имеет никакого значения. Или какие-то люди, которые вас могли, ну, словно эмоционально зацепить, они вам перестают быть интересными. Или какие-то проблемы постепенно отступают. Вам будет помогать Плутон. Просто верьте в себя, в свою звезду. Будьте ваша задача быть добрее к самому себе, потому что очень добрая карта избавление от страданий и от боли. Что нового войдет в вашу жизнь? Любовь у кого-то войдет новая. Принцесса чаш – это карта любящего человека. И для кого-то начало новых отношений взамен тем, которые разрушены по разным причинам. Может быть, это касалось обстоятельств достаточно сложных. Или, может быть, ну, у кого-то и предательство. Или какие-то еще вопросы. Если меня смотрят люди, которые в паре, я тогда могу сказать, это обновление уже в вашем существующем союзе, когда вы можете узнать друг друга словно заново, открыть для себя партнера с каких-то новых черт характера, или он себя как-то проявит, значит, будет какая-то ситуация в этот период, когда даже если прежде вам в вашем партнере, предположим, какие-то качества не нравились, значит, он раскроет что-то другое, настолько ярко, открыто, искренне, что вы удивитесь, почему же я не доверял. Вот это может касаться как раз в тех отношениях, которые вы знаете. Они как проходят у вас реинкарнацию. И такое будет тоже как новое совершенно. Поэтому если какие-то люди даже возвращаются, и, кстати, планетарно это присутствует, мы можем пересматривать контракты, соглашения, брачные контракты. Мы именно с приставкой «пере» можем что-то как пересмотреть во взаимоотношениях между друг другом. И здесь и личная жизнь, могут быть и любые другие партнерские отношения. Может быть какая-то прежняя история, которая даже связана у вас с тем, что на какой-то период времени вы выпали словно из поля зрения друг друга, а здесь человек возвращается. Значит, зачем-то это нужно, потому что ведет, ну, как божественная сила. Значит, какое-то сотрудничество или контакт, взаимодействие должно быть продолжено. Зачем-то это вам двоим нужно.
Давайте узнаем, от чего вы откажетесь или что завершится. Это карта эго, несмотря на то, что это карта Солнца. Понятно, Солнце не завершится, может быть, не столь ярко, кстати. И, может быть, это всегда наши проекты, которыми мы занимались полгода. И, может быть, карта говорит о том, что у тебя сейчас идет перезагрузка. Вот то, чем ты занимался, Скорпион, последние полгода, у тебя это как раз и завершится. У тебя завершится неизбежно. Тебе придется как будто стать мягче, может быть. Может быть, это вы просто какие-то методы, мои дорогие, отрегулируете, потому что карта эго, Солнце, когда мы очень ярко чувствуем свою и так мощно свою харизму, и нам хочется сделать по-своему. Посмотрите, это как солнечный свет, дорога к свету. Ведь это тоже свет, но это добрый свет, который не обжигает. А как раз эгоизм проходит тоже, как ни странно, по аркану Солнца. Поэтому вы, видимо, что-то пересмотрите, или в личных отношениях вы увидите какое-то другое участие. Или пусть эти отношения новые, значит, вы познакомитесь с таким человеком, который вас может даже удивить в этот период времени. Может быть, вы уже за период каких-то неудач или какого-то предательства уже настолько разуверились в людях, но в этот период вы можете встретить человека, который вас может поразить даже своей наивностью, мои дорогие. И тогда вам захочется его защитить. Вот у кого-то может быть такая даже метаморфоза, когда вот ваше солнце, оно будет словно направлено в отношении другого человека. Потому что если вы прежде думали, весь мир против меня, а я должен выстоять что-то, вот в этот период времени, вот это солнце, оно словно будет не обжигать, а скорее согревать и освещать какой-то новый путь. Это полностью какая-то трансформация внутри вас самих. Когда вы можете пересмотреть, кстати, и новое направление. Вот то направление, как я сказала, всего в колоде Таро две карты, два аркана старших выбора правильного направления. Первое – это Солнце, и второе – это звезды. Так вот, Солнце – это 6-8 месяцев, конкретный срок. И звезды – это лет 10-20, как по Плутону. Ну вот, значит, смотрите, предыдущие 6-8 месяцев вы подводите итог. Это все завершается. Подумайте, какими делами вы занимались. И значит, где-то включая по февраль, ну по январь точно, ну может быть и с заходом на февраль, вы эти дела завершите. И будет совершенно новая история. Но она от вас потребует новой перезагрузки. И вы, кто-то за это время, можете либо какие-то отношения пересмотреть, или это как с новым вдохновением уже существующий союз обновляется, или у кого-то новое знакомство. Но личная жизнь, она в вашей жизни, мои дорогие, присутствует. Здесь вот все же, если иногда карта Солнца, она правда говорит о эгоизме, когда мы, ну вот хотим сделать по-своему и точка, по-другому мы не видим никакой альтернативы. Согласитесь, в личной жизни такие энергии, ну если в работе, в деньгах, во всем это где-то помогает, и то так иногда мешает, потому что люди разные, нам приходится договариваться. Но в личной жизни все же теплый свет, который согревает и тело, и душу, и радует, и придает уверенности. Все то, что вот по первой карте не случайно выпало. Неожиданности. Вот в неожиданностях построить из хаоса какое-то новое счастье, мои дорогие. Королева Пентаклей, она как раз благополучие. Из ничего, на пустом месте строит, буквально. И очень быстро строит, многократно преувеличивая, улучшая. Здесь могут быть как и вопросы семьи, правда, личной жизни, вопросы дома, место вашего проживания. Это все я перечисляю то, где могут быть не просто неожиданности, а какие-то приятные события. Ведь эта карта, по сути дела, благополучие. Что-то по части вашего благополучия, счастья, улучшения, добра и входит в вашу жизнь. И, может быть, вы уже разуверились во что-то или в чем-то. А здесь как вообще быть довольным, быть счастливым. Новое качество жизни на последующий период – это очень важно. Построить. Может быть, продолжение отношений, но уже в других
в другом ключе. И когда вы будете со своим партнером строить планы на будущее, когда вы будете как заодно, как друзья, как единомышленники, как одна команда, может быть, как партнеры. У кого-то бизнес может быть, кстати, запросто. Семейный бизнес такое тоже может быть. Когда вы только первые шаги или будете еще обдумывать, проговаривать со своим партнером, как, что. Может быть, у кого-то из вас есть партнер, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Он может и не знать даже, кстати, и находиться вот в таких энергиях. Ну, тогда в любом случае какой-то блестящий союз у вас уже на кону. И может быть даже с оформлением отношений. Или местом вашего проживания. Что-то вы будете улучшать в неожиданностях, вы чем-то останетесь довольны. Давайте узнаем дальше, что вас будет радовать. Правда, какая-то история прежняя, это всегда карта ностальгии, приятных воспоминаний, которые в новом ключе, все то, что я говорила, уже не повторяюсь, она как преувеличивается, улучшаются. Улучшается и взаимопонимание, ну и, может быть, и те важные темы, в которых прежде были минусы, не смогли договориться. Здесь как раз можете начать что-то словно или заново, или просто откровенно поговорить друг с другом. По этой карте могут проходить, кстати, и родственники, могут проходить родственники вашего партнера. Может быть, это и переменные в отношениях этих родственников или в их жизни, и это каким-то образом влияет и на вас. Может быть, это люди, которые вас любят, ваша семья. Если у вас даже сейчас нет семьи, но есть те, на кого вы можете опереться как будто. Тогда будут какие-то счастливые события и в вашем окружении тоже. В целом это какая-то гармония, когда вы можете уже на пару шагов даже просчитывать вперед. Потому что вы знак очень интуитивный. И если вы проанализируете, вспомните самих себя, может быть, как раз полгода тому назад, то, что вы хотели бы осуществить. И вы можете прийти к выводу, что да, пусть не совсем на в стопроцентном каком-то контексте, но ведь я когда о чем-то вот мечтал, и теперь это ко мне, пусть другим путем, но как раз пытается войти в мою жизнь. Тут как то, что было раньше ностальгией, теперь вам и помогает, и пытается, или просится снова вам на порог. Вот такое может быть. Давайте узнаем, что может помешать. А вот смотрите, тут может помешать, как и прошлое, с одной стороны, когда вы будете пытаться искусственно то, что уже завершилось, словно реанимировать заново и повторить еще раз. Закрой в прошлое дверь. Это, кстати, десятка мечей может касаться и того, что когда нет отклика, вот мы сказали, человек может вернуться из прошлого. Но ведь любые отношения – это тандем, когда есть желание обоюдное, когда и одна, и вторая сторона открыта к искреннему диалогу, к проявлению честности по отношению друг к другу. Это не есть игра в одни ворота. Поэтому то, что закончилось, то, что однозначно уже как бы не находит отклика в противоположной стороне или с противоположного, ну, скажем, у другого партнера, то это и нет смысла продолжать, начинать как будто заново или пользоваться какими-то прежними методами. Вам придется действовать совершенно по-другому, мои дорогие. Ну и самое главное, сожаление. Они попросту уходят. Поэтому, если мы говорим, что может помешать, когда вы будете какую-то, посмотрите, какие добрые радужные карты. Когда вы начнете историю сегодняшних отношений сравнивать с какой-то прежней. Или начнете партнера сегодняшнего сравнивать с прежним. Или как действует один человек, который сегодня в вашей жизни присутствует, как действовал какой-то прежний человек. Может быть, он вам и дорог, но это не имеет значения. Никто не должен соответствовать нашим каким-то ожиданиям, будь то даже тем ожиданиям, как мы имели какое-то абсолютно уверенное представление, понимаете? Не требовать чего-то большего, потому что мы только так вот, мы именно хотим. Вот это будет очень важно, чтобы вы сами себе попросту не помешали. Ну, или какими-то бесплодными воспоминаниями о прошлом, которое уже закончилось и не может служить вам прогрессом. Давайте узнаем события, которые меняют вашу жизнь.
Уделять внимание самому себе. И вот семерка жезлов всегда 7, какая-то карта такая неопределенная. Хотя семерку называют жезлов карта соревнования, когда на нас могут воздействовать другие люди, именно чтобы мы согласились на что-то, чтобы вы в чем-то проучаствовали. И это участие больше интересно кому-то, а не вам. А вот в этой колоде нам карта четко говорит, что нам нужно действовать. Показано наводнение. И посмотрите, в это наводнение спасают свое добро. Двое, мешки буквально, от наводнения. Спасайте себя. У кого-то меня смотрят люди из разных стран. Но пусть даже вокруг вас спокойная обстановка. Это время, или мы спросили, какое событие, которое изменит вашу жизнь. Вот когда вы переключите фокус своих интересов именно на самого себя. И отнюдь не от эго, а когда самого себя сохранить, самому себе не навредить. Или буквально свое добро приумножить, как-то взрастить свои успехи. Или изменить какие-то направления. Может быть, у кого-то как раз по части переезда даже вполне вероятно будут рассматриваться те вопросы, которые... вы должны для себя четко по пунктам разложить. Тогда этому придется уделить внимание. Иными словами, вашим интересам отдайте приоритет. Это изменит и вас, и вашу жизнь. Не добавляйте себе какой-то многозадачности. Не пытайтесь жить жизнью людей или оказывать какую-то бесконечную помощь. Может быть и так. Потому что это время... оно для вас самих будет очень важно, потому что когда вы правильно что-то начнете делать или продолжите, может быть, на злобу дня даже, может быть, пройти каждый день по тем событиям, которые вам день каждый предоставляет. И это будет больше конкретных действий со знаком плюс для вас самих. Давайте открою вторую карту. Это то, что меняет вас. Мне нравится эта тройка мечей. Это когда мы не просто в прошлое закрываем дверь, а это когда заканчиваются какие-то разочарования. Так вот, тройка мечей мне очень нравится в этой колоде. Это ведь карта уже здорового равнодушия, потому что прежде была какая-то очень грустная история, которая больно ранила наше сердце. Более того, мы словно сами были сгустком боли, и от этих эмоций было невозможно избавиться. Может быть, это было какое-то глухое сожаление, может быть, и ненависть, очень сильное чувство. И вот теперь вот эти негативные именно эмоции, они нас составляют. 3 меча, как будто 3 точки в одном деле, воткнуты в землю. И вверху вот уже что-то, посмотрите, все настолько действительно умерло, закончилось, завершилось. Нет никакого смысла. И вверху у нас сидят 3 птицы. Каждое олицетворение мудрости, как 3 мудрости. Филин, сова и ворон. Нет смысла что-то продолжать. Вот, видимо, в каком-то вопросе, а может быть и в нескольких, у вас будет абсолютное равнодушие здоровое к чему-то. Значит, как вы сумеете что-то завершить. Мы сказали, какой-то проект или какое-то дело. Может быть, у кого-то из вас, мои дорогие, судебное разбирательство. И где-то до мая, на марта точнее, вы будете уже понимать, что да, завершается какая-то эпоха моей жизни. А то и у кого-то раньше это произойдет, еще в 2024 году. Все же мы разные. Но в прошлое вы дверь не просто закроете, кто-то захочет хлопнуть даже, как, знаете, воротами с таким хорошим звоном, чтобы пошло на дистанцию. Но я так вижу, все же вы как-то будете в более лояльных энергиях самому себе, и поэтому, наверное, не захочется где-то делать резких движений, и хотя бы из опасности или опаски самому себе навредить. Вы будете постепенно, может быть, от чего-то отказываться, но это ваше решение. Если уже Скорпион сказал «нет», то это будет навсегда. И для вас это будет приносить освобождение. Именно, вот, наверное, вот как это путь света, да, вот этот холод, который девушка оставляет позади, за своей спиной, вот эта пустыня. Может быть, она у кого-то вот такая безжизненная, а у кого-то она ледяная, но это уже не имеет значения. Я иду вперед. Вот такие у вас энергии, мои дорогие скорпионы. Давайте мы перевернем карту.
И что же нам подскажет, как совет, карта Оракула? Волшебно, мои дорогие. Вы заслуживаете любви. Вы достойны, чтобы вас любили. Даже нечего добавить, правда, я тронута. И поэтому, мои дорогие, все то, что я долго говорила, у кого-то, правда, может быть и пересмотр отношений. У кого же вот эта история завершается. И теперь словно 3 мудрые птицы. Вот на тех, как, по сути дела, как погост, но вместо погоста 3 вонзенных меча. Когда вы много раз пробовали, и какая-то история у вас даже личная шла без конца с каким-то минусом из одного разочарования в другое, может быть, в третье. А вот теперь что-то завершается. И карта нам говорит, значит, новые совершенно отношения придут на ваш порог. Вы будете счастливы. И для вас 2025 год как раз и может быть очень продуктивно добрым, мои дорогие. Как и в вопросе заработка. Это может быть такое качество жизни для вас на 2025 год, когда у вас по части вашей деятельности трудовой или бизнеса будет порядок. Когда финансы в вас как будто вдохнут энергию уверенности, уверенности в завтрашнем даже дне. И когда личная история позволит вам расслабиться, быть более, вот будет тот партнер, кому вы будете доверять, и глядя на него, вы будете понимать, как вас любят. Вот вы просто достойны любви, вы достойны лучшего, мои дорогие любимые скорпионы. Ну, сколько я сделала, дала знаков зодиака, вот такая карта. Я, когда первый раз увидела эту колоду, она меня просто поразила. Вот именно эта карта. Что вот тут так просто в 2 словах прописано. Вы достойны любви. Еще одну. Достану карту, правда. Тут, знаете, как, видимо, мы все разные. И у кого-то это будет вообще в целом достойной любви, да, а у кого-то это может быть пересмотр, как я уже говорила, тех отношений, когда и партнер уже готов. Вы изменились, может быть, у кого-то годами вы были в разлуке, а теперь вы заново сходитесь, именно потому что вы друг друга узнали, увидели как-то по-другому. И тогда нам карта будет как раз и говорить о том, что да, отношения требуют своеобразной работы. Или это может быть для людей семейных, мои дорогие, потому что, я думаю, вы согласитесь, семейная жизнь – это отнюдь не только какая-то эмоция или просто вдохновение, это еще и работа в отношениях в паре. И карта нам об этом говорит, что нужно именно работой в отношениях в паре. Это какая-то прекрасная возможность реализовать свои мечты, реализовать вас самих или какое-то новое качество жизни. И этого, безусловно, никаким образом нельзя упустить. Я достану еще 3-ю карту. Я думаю, каждый найдет свою подсказку. Совет для всех. Но вот такой, наверное, непростой, кстати, путь, мои дорогие. И у скорпионов никогда не бывает простых раскладов. Нам говорят, видимо, вот мы все разные, я говорила, да? Смотрите, вы достойны любви. И вы должны быть обязательно любимы, личную жизнь никак нельзя пропустить. Может быть, это в тех парах, и я говорила об этом, то, что касается, когда вы сегодня семейный человек, или есть какая-то пара, или пересмотр истории, когда и вы, и партнер дороги друг другу. Но, увы, мы все разные. И есть экс-партнеры, вот буквально те экс, которых мы оставили позади. Может быть, даже и кто-то пытается в вашу жизнь войти. Но нам говорят, нет, не нужно. Посмотрите, как будто девушка, которая сидит, она сидит на таком троне. Но вот какая-то перевесь, которая как будто ее сковывает. Она ее не сдерживает, нет. Но есть такое, создается, по крайней мере, впечатление, что ей это мешает. Ей, возможно, это некомфортно. Или какая-то бумага, которая буквально в ее руке находится, и она ее опускает в горящее пламя. И нам карта говорит, отпускайте своего бывшего, имеется в виду вот тот экс, который не может быть в каком-то позитивном ключе эти отношения продолжены. Для вас это означает какое-то разрушение. Пришло время, кричит буквально карта,
очистить свою энергию. И обратите внимание, я сказала, на троне сидит крылья ангела. Ангел за вашей спиной. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы. И карты, те, которые по Таро, ведь тоже нам выпадали разные, потому что у каждого какая-то своя жизненная ситуация. Помните, вы должны быть счастливы. И планетарно все транзиты будут вам помогать, как и конец 2024 года, и 2005, но и ваши какие-то правильные решения, они тоже должны последовать. Перекладывайте на себя, я вас люблю искренне, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.